Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти 8 лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков. Обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Всерьез увлекался поэзией, любил литературу и спорт, но с детства примером для Нурмагомеда Гаджимагомедова был его отец, действующий офицер МВД. Постоянно я ему говорю, мужчина должен быть ответственным за свои слова, за свои действия, за все. Сынок, с тебя командир выйдет, когда ты будешь командиром. Например, начиная утренние зарядки, сам встаешь, сам примером будешь перед личным составом и все делаешь сам, а не кого-то. Каким ты будешь, и какая твоя рота будет, и какие твои подчиненные будут. Старший ребенок в большой семье Нурмагомед с детства привык заботиться о других. Он как старший сын для других и своих братьев, для своих братьев и сестер тоже был примером. Вот когда даже вырос, он всех собирал, всех сестер, своих братьев, и показывал им пример. Как-то он такой был, он собирал всю семью вместе. Когда приезжал в селение тоже, в горы, поднимался, одно место не стоял. Всех молодых ребят собирал, с собой горы брал, спортом занимался, он их учил. Вот такая вот красота. Это видео на вершине Эльбруса одно из последних. Улыбка не сходила с его лица, жизнерадостный, отзывчивый. Он всегда был готов прийти на помощь. Любил лазить по горам, очень сильно любил свое село. В любое свободное время ездил туда, при Эльбрусе. Как раз мы собирались после командировки туда съездить, так и не получилось. Был большим примером для сверстников, для сельчан, можно сказать, для молодежи он будет примером.
После окончания Рязанского высшего военного командного училища ВДВ к 25 годам старший лейтенант Гаджи Магомедов уже дважды успел побывать в боевых командировках в Сирии. Во время спецоперации на Донбассе его подразделение выполняло особую задачу. Колонна десантников столкнулась с превосходящими силами противника, который, используя жителей населенных пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. Боевая машина Гаджи Магомедова была подбита, но командир роты успел ее покинуть и тут же открыл огонь по нападавшим и тем самым отвлек на себя внимание противника. За это время наши десантники успели занять круговую оборону. Получив тяжелые ранения, Нурмагомед продолжал отчаянно сражаться до последнего патрона. Не видя другого выхода, последней гранатой он подорвал себя и окруживших его боевиков. Старший лейтенант Гаджи Магомедов повторил подвиг летчика Романа Филиппова, который героически погиб в Сирии в 2018 году. По правде говоря, был очень бесстрашный. До отца он говорил, что никогда не сдастся в плен. Он где-то увидел видеоролик, как военнопленных как это пытают. Он сказал, как так можно, я никогда не сдамся, лучше умру, чем пойду в плен. Если мы, офицеры, не будем беречь свою родину и исполнять указания главнокомандующего, мы для чего офицеры, мы кто такие тогда, если мы не можем это делать? А остальным офицерам и военнослужащим до конца идти как мужчины, защитить родину и показать, что мы россияне, что мы лучше всех. Никто кроме нас. Указом Владимира Путина старшему лейтенанту Гаджи Магомедову присвоено звание Героя России посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. На третий день после начала его последней командировки у Нурмагомеда родилась дочь. Он видел ее только на фото и так и не успел подержать малышку на руках. Воина-десантника похоронили в родном селении Кани, высокогорного района Дагестана. В столице республики Махачкале именем Нурмагомеда Гаджи Магомедова планируют назвать одну из улиц. Роман Закурдаев, Елена Калмычок, телеканал «Звезда», Республика Дагестан.